Украина продолжает войсковую операцию на территории Курской области. За прошедшую неделю интенсивность продвижений вглубь территории России снизилась. Но зато под уверенный контроль были взяты ранее захваченные населенные пункты, в которые теперь даже пускают иностранных журналистов, а местному населению раздается гуманитарная помощь. Также, похоже, сейчас украинские войска больше заняты расширением зоны контроля, вместо продвижения вглубь, дабы обезопасить свои фланги и не попасть в окружение. Так, в начале этой недели украинские подразделения достигли сел Гирьи и Белица на восточном направлении, где их колонна бронетехники попала в засаду, в результате чего россиянам удалось подбить несколько БТР-4. На данный момент эти села находятся в серой зоне, и за них идут бои. Села Борки и Камышное перешли под контроль ЗСУ. На западе украинские войска ведут бои за Коренево, которое является районным центром. Также украинская авиация и артиллерия наносят удары по мостам через реку Сейм. Кадрами подтверждено уничтожение автомобильного моста в селе Глушков. Уничтожение мостов серьезно усложнит логистику российским войскам на восточном берегу реки и в дальнейшем может помешать им отступить. В то же время, данное действие украинских войск может означать, что те не собираются идти за реку и как следствие наступать на Рыльск, если, конечно, не будет открыто новое направление со стороны Украины. По направлению на Льгов бои идут в Кромские Быки, дорога Суджи находится в серой зоне, а украинские войска контролируют территорию западнее. За время операции в Курской области украинским войскам уже удалось захватить большое количество пленных. Это стало возможным благодаря тактике малых окружений, когда украинские силы обходили населенные и опорные пункты и двигались дальше, а гарнизоны без связи и снабжения впоследствии сдавались. Это кардинально отличается от российского подхода поступательного продвижения с помощью огневого вала, в результате чего города полностью уничтожаются. Вполне возможно, такая участь теперь будет ждать российские города, которые россияне будут пытаться вернуть назад. Для того, чтобы остановить украинское наступление, уже известно о переброске российских войск с других участков фронта, общая численность которых достигает 5000 человек. Этого числа пока недостаточно для того, чтобы остановить украинское продвижение, не говоря уже о выбивании занятых позиций, поэтому стоит ожидать и дальнейшей переброски войск, чего явно не хочет российское руководство, так как на Донецком направлении у россиян сейчас наблюдается успех. За последнюю неделю продвижение составляет несколько километров в районе Торецка, где бои идут в пригороде, и по направлению на Покровск, где российские войска продвигаются к дороге, соединяющей Константиновку и Покровск, а также к городу Мирноград. Вероятно, это последнее направление, откуда россияне решатся брать войска. Сначала они пожертвуют второстепенными, такими как Волчанск, Купянск или даже Часов Яр. Тем не менее, похоже, у России сейчас нет ресурсов, чтобы одновременно защитить и вернуть свою территорию, а также продолжать наступление, и ей придется выбирать. Спасибо за просмотр. Прошу поддержать сбор на транспорт для моего друга, архитектора Антона Линника, который сейчас служит в инженерном подразделении Хартии. Ссылки в описании, а также по QR-коду.